Здравствуйте, братья и сестры. Если кто-то из вас не видел вот этот ролик, обязательно его посмотрите. Это самое важное видео, которое содержит в себе полную расшифровку мультика «Я домашний козел». Перед тем, как мы начнем, я хочу опять показать вам список предстоящих событий и их очередность. Именно так они все это показывают. Времени осталось очень мало. Поэтому весь эфир шоу-бизнеса насыщен этими тайными сообщениями, как никогда. Вот старый музыкальный клип Кэти Перри. Мы видим, как на ее руке сидит сова. Вместе они изображают созвездие. Сегодня созвездие сова не существует, его отменили. Но оно было. И находилось оно вот в этом месте, где 25 октября 2022 года солнечное затмение будет двигаться из созвездия Дева в созвездие Весы. Вот прямые подсказки на астрономию как ключ для расшифровки клипа. Мальчик показывает вверх на небо, а падающие лепестки изображают звезды. То есть перед нами звездное небо, а люди – это созвездие. Дерущиеся слева мужчины изображают созвездие близнецов в зеркальном отображении. В центре Кассиопея и ее муж, эфиопский царь Цефей. Справа сова и гидра, которых я вам уже показывал в этом видео. Следующий кадр. В центре стоит ворон. Видео четко показывают черные перья на его плечах. Рядом с ним ниже опять гидра, которая из кувшина наливает вино. Это созвездие чаша. Напомню, что и ворон, и чаша находятся на созвездии гидра. Гомосексуалисты слева изображают созвездие весов. По центру лежит пожилая женщина, изображающая своей ногой и рукой созвездие Скорпиона. Мы еще посмотрим на нее на другом кадре. Девочка, стоящая справа от кровати, это Андромеда, дочь показанного ранее Цефея. Перед ней склонился Персей. За ними мы видим, как сова пытается успокоить разбушевавшегося мужчину. Это возничий. В качестве подсказки нам показывают вот такой кадр, где он своей ногой переворачивает стул. Возничий и Дева – это два соседних созвездия. Созвездие Возничий похож на башмак, туфель. А созвездие Дева они очень часто показывают в виде стула. Я вам уже много раз это показывал. На этом кадре слева опять видим Скорпиона. Своей костлявой рукой пожилая женщина показывает части этого созвездия. Мы еще много раз в моем ролике столкнемся с этой частью созвездия Скорпион. Его изображают очень часто, так как именно там произойдет ключевое смертоносное событие. Опять видим Андромеду слева внизу. В центре созвездия Дева, родившая Меркурий после 25 октября 2022 года. Слева вверху от нее Водолей. Справа вверху созвездие Южная Корона, изображенная веревкой на поясе женщины. Справа от нее Стрелец. Справа внизу кадра женщина, изображающая созвездие Лев. Нам показывают, как сова, сидящая на деве, испугавшись чего-то, улетает. И в эту же секунду нам показывают, как Кэти начинает пылать огнем. Все это высшее общество начинает внимательно смотреть на большую кровать в центре, которая на самом деле не кровать,
а начавший извергаться вулкан. Кэти сейчас на ваших глазах за несколько секунд сыграет сразу две роли. Роль взорвавшейся кометы и роль взорвавшегося вулкана. Точно так же, как этот персонаж в «Козле», который сыграл не только роль кометы и вулкана, но еще и роль Меркурия и Антихриста. Я вам это уже показывал в прошлом видео. Вот взрыв кометы из-за столкновения и разрушение ее на тысячи осколков, один из которых упадет на Землю. А вот взрыв Гавайского вулкана. Они уже не первый раз изображают вулканическую лаву в виде цветов. После катастрофического взрыва Гавайского вулкана все Гавайские острова будут уничтожены, а огромная часть территории США будет накрыта дымом и пеплом. Именно поэтому мы видим на протяжении всего музыкального видео, как с неба падает пепел и искры. Когда вулкан взорвется, десятки тысяч людей на Гавайях будут выброшены взрывной волной в океан, что нам и показывают сразу после взрыва. Тела, падающие в воду. А потом, когда цунами ударит по Калифорнии, там будет потоп. Что нам показывают и в этом видео Кэти, и в другом. Есть еще важный момент в этом видео. Все эти люди, которые показывали нам созвездия, кто они? Посмотрите на их внешний вид, одежду. У них какой-то бал, торжество. Все дело в том, что в этом видео в 2013 году нам показали, как в 2022 году английская королевская семья будет отмечать платиновый юбилей королевы Елизаветы II. 70 лет нахождения ее на престоле. Вот на кровати лежит сама Елизавета II. Мальчик, который давал нам подсказку, это Арчи Харрисон Маунтбеттен Виндзор. Младенец на руках женщины – это Лилибет Диана Маунтбеттен Виндзор. А вот и мать этих детей – Меган Маркл. Но почему нам показывают именно Меган и ее детей, а не, например, семью Кэтрин? Да потому что сама Меган родом из Калифорнии, Лос-Анджелеса. Свою дочь она родила в Санта-Барбаре, и живут они там сейчас всем семейством. А этот музыкальный клип является предупреждением о предстоящем взрыве Гавайев и цунами на Калифорнию. И если в момент взрыва они будут находиться у себя дома, то сами понимаете, что с ними случится. Вот другой музыкальный клип на очень известную песню. Сразу увидим отсылку к солнечному затмению в Деве, к Гавайям и к мексиканскому Дню мертвых. Макияж и костюм, как на День мертвых в Мексике, который будет отмечаться 1-2 ноября 2022 года, после солнечного затмения в Деве 25 октября 2022 года. В клипе также часто показывают большой цветок лилии, делая отсылку к Гавайям, для которых лилии, гибискусы и другие красивые цветы являются неотъемлемой частью культуры и традиций. Также, чтобы еще выразительнее подчеркнуть отсылку к мексиканскому Дню мертвых, в клипе часто показывают именно мексиканское спиртное. Посмотрите на этот кадр. Здесь все четко показано. Солнечное затмение в Деве 25 октября 2022 года с максимальным приближением к нему Венеры для нашей точки наблюдения с Земли. И уточнение даты события в виде отсылки ко Дню мертвых 1 ноября.
Так как солнечное затмение 25 октября 2022 года будет пересекать границу созвездий Дева и Весы, нам также показывают отсылку к весам. Они не в первый раз используют велосипед, чтобы показать созвездие Весы. В клипе Леди Гаги они поступили точно так же, только роль чаш весов там играли колеса велосипеда. А вот опять рука Скорпиона, условно говоря. В ней находится череп, так как я вам уже сказал, именно в этом месте звездного неба для нашей точки наблюдения с Земли произойдет ключевое смертоносное событие. Это будет взрыв кометы Леонард. Вот как нам показывает ее полет в виде подвешенного желтого черепа. Сейчас она ударит по нему битой, имитируя столкновение кометы или просто ее взрыв. Вот нам показывают ее взрыв на этом же самом месте. И вот как она разлетается на тысячи кусочков, один из которых упадет на Землю. И именно поэтому на следующем кадре нам показывают падение. Но это будет потом. 8-9 ноября 2022 года. А до этого мы на Земле сначала увидим ярчайшую вспышку в небе, которая будет видна как минимум несколько месяцев, как удалось выяснить при расшифровке козла. Теперь внимание на эту девушку в красном. После вспышки в небе взорвется вулкан на Гавайях. Вот она и показывает нам гавайскую богиню вулканов Пеле. После взрыва вулкана образуется цунами, которое ударит по Калифорнии. Именно поэтому нам сразу показывают, как Пеле толкает парня в воду, который при падении образует мини-волну. Это отсылка к цунами. А вот и цитата из самой песни. Вот недавняя фотосессия Брэда Питта в известном журнале. Если не знать, что она несет в себе тайный смысл, то можно подумать, что это какой-то идиотизм. Но все не так просто. Вот на одном из снимков ему специально выделили один глаз, делая отсылку к всевидящему оку, давая понять о наличии тайного смысла в этих фотографиях. Вот обратите внимание на ящерицу на нем. Это отсылка к созвездию Ящерица и подсказка о том, что речь будет идти о звездном небе и явлениях на нем. Вот его рука, которая, как вы уже догадались, показывает часть созвездия Скорпион. Точно так же, как в Козле, где костлявая рука была частью созвездия Скорпион, а блестящий перстень на пальце изображал комету Леонард. У Брэда Питта эту комету изображает красный лепесток. Вот новая фотосессия певицы Бейонсе. Она тоже своей позой изображает созвездие Скорпион, а серьга в ее ухе – комету Леонард. Это все одно и то же. Вот кадры из выступления певицы Тейлор Свифт. Нам дают явную подсказку о том, что показываются созвездия, изображая на заднем фоне космос. Сидя на кресле, она классически изображает созвездие Дева. Расположенные симметрично по бокам от нее мужчины – созвездие Весы, а мужчина сверху – созвездие Скорпион. Даже его ногу специально так загнули вверх, чтобы она полностью показывала хвост созвездия Скорпион. Дева своей рукой указывает на руку Скорпиона, так как именно там и случится взрыв кометы. Послушайте, они уже давно знают об этом предстоящем событии и ждут его уже минимум десятилетия. Вот кадр из фильма «Хищник». Вот из 007. Вот обложка альбома из 1976 года.
Тогда только закончилась война во Вьетнаме, так давно это было. Позади мужчины звездное небо, сразу дающее подсказку о том, что нужно искать. Давайте перевернем изображение и отзеркалим. Это опять изображение созвездия Скорпион. В руке Скорпиона мы видим карты с изображением короля, дамы, а также взрыва и смерти. Прямое указание на смертоносный взрыв в этом месте. Возвращаемся к фотосессии с Брэдом Питтом. То же самое. Взрыв в руке Скорпиона. Мы уже знаем, что это взорвется комета Леонард. Вот этот взрыв в Козле. А вот обложка еще одного альбома той же группы. Нам стилизованно показывают, как из эпицентра взрыва кометы на нас летит смертоносный осколок. Точно так же, как это показывали в Козле. Продолжим изучать фотосессию Бейонсе. У нее серьги в виде Сатурна. Это опять подсказка и указание на космос и его явления. На ней необычная золотая одежда. Таким образом, они показали нахождение Солнца в созвездии Дева, использовав метод, примененный Иоанном в Библии, когда он описывал небесное явление 23 сентября 2017 года. Вот цитата. «Дева, облаченная в солнце». Кстати, за наводку на эту фотосессию спасибо вот этому YouTube пользователю, а также спасибо еще одному, который заставил меня пристальнее изучить родимые пятна на лице девочки из Козла. Но вернемся к фотосессии. Золотой наряд Бейонсе сменяется черным. Солнце почернело. Такое происходит в момент солнечного затмения. На это дает прямое указание черный круг из перьев позади нее. То есть нам опять показывают солнечное затмение в Деве. Так же, как, например, и в этом музыкальном клипе. А на лошади ее изобразили для того, чтобы сделать отсылку к одному из всадников апокалипсиса. Следующее фото. Здесь она открыто изображает предстоящее апокалиптическое извержение вулкана. Мы уже знаем, что это будет гавайский вулкан, и именно поэтому Брэд Питт плавает на поверхности воды со взглядом трупа, окруженный цветами. Такой же способ указания на Гавайи с плавающими на воде цветами был использован в клипе Кэти Перри. Кадр из фильма про Джеймса Бонда. Я несколько месяцев не мог раскрыть загадку этой сцены и понять, что на ней изображено. Понятно, что здесь сразу можно увидеть отсылку к символу Сатурна, который они очень часто изображают, так как это Кронос, бог времени. Вот, например, обложка последнего Бэтмена. Перевернем ее, соединим детали и получим серп Сатурна. Символ группы, чьи обложки мы рассматривали, тоже был сделан из символа Сатурна, о чем официально заявляли сами музыканты. Вот еще хороший пример. Символ саммита Большой Семерки в Германии в этом году. Перевернем, соединим детали и опять получим серп Сатурна. Вернемся к сцене из Бонда. Понятно, что здесь есть еще и отсылка к символу инь-янь, при помощи которого они часто изображают солнечное затмение или новолуние. Но этого было мало. Я понимал, что в этой сцене сокрыто гораздо большее. Когда взорвутся Гавайи, понятно, что цунами обрушится на Калифорнию. Но есть еще один деструктивный фактор – сейсмический. В этих местах по Калифорнии проходит известный разлом Сан-Андреас. Очевидно, что после такого мощного вулканического взрыва на Гавайях здесь в Калифорнии начнутся разрушительные землетрясения. Особенно сильно должны пострадать районы, находящиеся прямо на разломе. Вот посмотрите.
Огромное озеро Солтон-Си находится прямо на разломе Сан-Андреас. Что произойдет с ним, если разлом активизируется и земная кора даст трещину? Именно этот момент нам и показывают в фильме. Смотрите. Это и есть тайна этой сцены. Перевернем изображение. Вот эта пешеходная дорожка слева точно повторяет часть разлома Сан-Андреас. Слева город Сан-Диего, а в центре озеро Солтон-Си. Они показали нам, как из-за землетрясения земная кора даст трещину, а озеро уйдет под землю. И ведь они уже показывали это. Выступление Мадонны на Суперкубке в 2012 году. Она одета в золотое платье. Тот же способ, который использовали с Бейонсе, чтобы показать нахождение Солнца в созвездии Дева. И точно так же, как и в фотосессии Бейонсе, золотая одежда Мадонны сменяется на черную, чтобы показать солнечное затмение в Деве. Что это у нее за трон такой? На чем она стоит? Что это позади нее? Это дамба Гувера. А на ее голове маска Анубиса, бога смерти и проводника в мир мертвых. Это прямое указание на то, что дамба Гувера будет уничтожена. А причиной ее разрушения, как я считаю, станет сильнейшее землетрясение. Вот как нам показали уничтожение этой дамбы в мультике. И надо же, какое совпадение, а на самом деле нет. В тот же самый момент, когда дамба начинает рушиться, мы видим вспышку в небе. Это взрыв кометы Леонард. Вот отсылка к созвездию Дева. Она изображена из льда, замерзшей. Значит, на нее не светит солнце. И когда оно не светит? Момент затмения. То есть нам опять показывают солнечное затмение в Деве. Вода из разрушенной дамбы в виде гигантского цунами движется по каньону навстречу городу. Точно повторяя условия грядущего события в соответствии с настоящей картой. В этом году вышла очередная серия фильма «Парк юрского периода». Тут сразу можно отметить отсылки и к сатане, и к библейской саранче, и к концу света из-за апокалипсиса. Обратите внимание, что камеры наблюдения в этом фильме изображают момент солнечного затмения 25 октября 2022 года, когда Венера будет максимально приближена к затмению для нашей точки наблюдения с Земли. Даже сам постер фильма дает явный намек на затмение. Вот на этом кадре это очевиднее. Да, мы видим отсылку к затмению, но где же Дева? Ведь затмение будет в Деве. Давайте посмотрим на звездную карту. Вот созвездие Девы. Они просто опять используют тот же старый прием. Когда они не хотят или не могут показать нужное созвездие, они показывают соседние. Рядом с Девой и рядом с тем местом, где будет затмение 25 октября, находится созвездие Волк. Посмотрите. Очертания созвездия Волк очень похожи еще и на динозавра. То есть при помощи динозавра они показали созвездие Волк, которое прямо находится перед тем местом, где 25 октября 2022 года произойдет солнечное затмение. И даже Дева не понадобилась. Ну а если кому-то из вас нужно указание именно на Деву, то и ее они в итоге показали. Вот в этой сцене. Позади нее символ затмения. А стоящий рядом с ней мужчина показывает пальцем 1, указывая на дату события – 1 ноября. Как это я вам уже несколько раз показывал в других клипах, концертах и так далее. Что произойдет в этот день? Взрыв Гавайского вулкана. Что они нам открыто и показали в другой серии этого фильма. Взрыв станет причиной цунами.
Именно поэтому в символе затмения стеной течет вода. Стена воды – это цунами. Вот другой кадр, но то же самое содержание. Вот еще пример того, как они использовали созвездие Волк, чтобы сделать отсылку к солнечному затмению в Деве. Сейчас разберем этот мультик. Вот опять рука Скорпиона и комета в ней. Точно как в фотосессии Брэда Питта. Вот собака, изображающая созвездие Волк. Если в фильме «Парк юрского периода» они использовали для этого динозавра, то здесь использовали собаку. И тоже для того, чтобы показать созвездие Волк, рядом с которым будет проходить солнечное затмение 25 октября 2022 года. Вот на этом кадре отсылка к самому затмению. А вот еще кадр с прямым указанием на солнечное затмение в Волке, то есть в Деве. После вспышки в небе взорвется вулкан. Они изобразили его в виде вот такого механизма, рядом с которым опять Анубис, бог смерти и проводник в загробный мир. Нам показывают, как вулкан начинает извергаться. Появляются молнии, огонь и дым. Давление внутри вулкана достигает критического уровня. Происходит взрыв. Позднее, после взрыва кометы и взрыва вулкана, с 8 на 9 ноября в Атлантический океан рядом с Нью-Йорком упадет обломок кометы. Что нам и показывают в этом мультике. Вот лунное затмение 8 ноября 2022 года. Вот из эпицентра взрыва кометы на нас падает обломок кометы в виде метеорита. То же самое нам показали в Козле. В мультике волк, изображающий метеорит, падает вот в это отверстие в крыше. Обратите внимание на весь этот кадр. Это копия созвездий Телец и Возничий. Именно в созвездии Телец 8 ноября 2022 года будет полнолуние и лунное затмение, когда метеорит будет падать на Землю. Посмотрите, как они изобразили это падение в мультике. Почти так же, как в Козле. На волне этих событий к власти придет Антихрист. Кто скрывается за этой плюшевой игрушкой, я уже показал вам в своем прошлом видео. Вот на этом кадре они показывают взрыв рядом с Нью-Йорком со стороны. Следующий новый фильм с той же самой информацией. Сразу отсылка к Люциферу и код 911. И, конечно же, есть указание на солнечное затмение в Деве. Интересно то, что в этом фильме и в музыкальном клипе Тейлор Свифт используется одинаковый метод шифровки взрыва вулкана на Гавайях при помощи торта. Смотрите. Вот кадр из музыкального видео. В нем торт и платье сыграют роль вулкана. Вот Тейлор своим пальцем сейчас опрокинет фигурку мужчины, чтобы осталась одна женщина. Причем делает она это так, чтобы четко изобразить цифру 1, что означает, как вы уже знаете, 1 ноября 2022 года. Вот стоит одна женщина, и вы видите стилизованное изображение затмения в Деве. То же самое можно увидеть теперь уже в фильме. Только отсылку к затмению делает не торт, а круг из цветов, что дополнительно указывает на Гавайи. Возьмем еще кадры из музыкального видео. Отзеркалим этот и снова увидим руку Скорпиона. Она вырывает кусок торта, и мы видим его красную внутреннюю начинку. Понятно, что это отсылка к разрушению вулкана и началу его извержения.
Вот отсылка сразу и к затмению в Деве, и к взрыву комету Леонард. После вспышки на платье Тейлор, которое тоже изобразит вулкан, розы по очереди начинают набухать, раскрываться и окрашиваться красным внутри. Извержение началось. Нам даже показывают, что и у девы на торте платье начинает покрываться красным, изображая лаву. У самой Тейлор платье тоже резко окрашивается в огненно-красный, а свечи над головой дают отсылку к солнечному затмению. Далее рука в белой перчатке, рука масона, иглой взрывает красный воздушный шар, который разлетается на множество кусков. Это явное указание на взрыв и уничтожение этого вулкана. Вот как нам еще показывают этот апокалиптический взрыв. А далее, как вы знаете, цунами, которое нам и нарисовали на стене. Возвращаемся к фильму. Здесь точно так же есть указание на затмение и показан полет метеорита на нас, на Землю. Причем точно так же, как это показывалось в фильме «Рука Бога». И точно так же, как в «Козле». Обратите внимание, как символ затмения заполнен льдом. А лед – это вода. Это указание на потоп и на цунами, которые изображены в виде замерзших расходящихся волн. Точно так же застывшее во льду цунами было изображено в Козле. Мы опять видим руку Скорпиона и комету Леонард в ней в виде кулона. Перевернем кадр, чтобы часть созвездия и комета в нем располагались соответствующе. Видна римская цифра 10, указание на 10-й месяц. И неудивительно, что далее нам показывают ярчайшую вспышку. Это взрыв кометы. Смотрите на их позы. Это точное копирование созвездия Скорпион. И в это же время нам показывают в небе мощнейший взрыв с разлетающимися во все стороны из эпицентра осколками. Именно так для нас с Земли и будет выглядеть взрыв кометы Леонард. В это же самое время, как нам показывают, кулон падает на Землю. Это изображение того, как осколок кометы Леонард упадет на Землю. Куда? Нам четко показывают. Если кто-то из вас сомневается, вот еще пример указания на Нью-Йорк из другого фильма. Почему собака большая и красная? И что это означает? Открываем звездную карту. В момент падения метеорита будет полнолуние и лунное затмение в Тельце. И тут они опять используют этот метод, показывая соседнее созвездие. Но соседнее созвездие – это Орион. Дело в том, что в соответствии с греческой мифологией охотник Орион был вознесен на небо вместе со своим любимым псом. И теперь они существуют в виде двух созвездий – Орион и Большой Пес. Это два разных созвездия, но в мифологическом смысле это одно целое. Говорим Орион, сразу вспоминаем Большого Пса. Говорим Большой Пес, сразу вспоминаем Ориона. Поэтому очень логично, что вместо Тельца на картинке они изобразили Большого Пса. Почему пес изображен красным? Обратите внимание на этот канализационный люк в зубах пса. Его положение точно повторяет нахождение самой большой звезды в созвездии Большого Пса – Сириуса. Сегодня это одна из самых ярких звезд бело-голубого цвета. Но Сенека и Клавдий Птолемей считали Сириус ярко-красной звездой. Видимо, в древности он светился красным цветом. Отсюда и изображение Большого Пса в фильме красным. Это еще одна подсказка к тому, чтобы было понятно, что он изображает созвездие. Люк в его зубах также изображает полное лунное затмение 8 ноября 2022 года, во время которого с 8 на 9 ноября и будет происходить падение метеорита.
Еще один фильм, в котором показывают предстоящие события апокалипсиса. Сразу видим отсылку к всевидящему оку. Вот еще. Здесь и всевидящее око, и рогатый. Антихрист. Отсылка к Люциферу. А вот и он сам. В фильме постоянно показывают символ солнечного затмения. Вот еще. Посмотрите на этот кадр. Здесь он своей позой изображает отзеркаленное созвездие Дева на фоне солнечного затмения. Чтобы не было никаких сомнений в этом, они специально рядом положили стул. А вы помните, что при помощи стула они очень часто показывают созвездие Дева. И вот опять рука Скорпиона. Узор на окне показывает предстоящий взрыв в этом месте. По сюжету фильма главный герой использует магические огненные музыкальные ноты как оружие, бросая их в своего противника. И вот одна такая музыкальная нота, выпущенная из арфы, начинает свой полет, изображая комету Леонард в космосе. И как только она достигает руки Скорпиона, происходит мощнейший взрыв. Смотрите. То же самое нам изображали в Козле, а также на Евровидении. Я вам показывал. Вот траектория полета кометы Леонард через созвездие. Я сейчас переверну и отзеркалю эту траекторию. Теперь вы можете понять, почему они изобразили комету Леонард в этом фильме в виде музыкальной ноты. И еще. Почему в фильме они изобразили, что комета начинает вылетать именно из арфы, а не из какого-то другого инструмента? Дело в том, что комета Леонард появилась для нашего наблюдения вот в этом месте звездного неба, вместе созвездий Гончие псы и Волосы Вероники. А созвездие Волосы Вероники очень напоминает арфу. Берем следующий кадр из фильма. Я его отзеркалил. Прямое указание на солнечное затмение в Деве 25 октября 2022 года с максимальным приближением к затмению Венеры для нашей точки наблюдения с Земли. Точно как в Козле, а также в музыкальном видео Бритни Спирс. Или как в этом видео. В этот же самый момент нам показывают вот таких сущностей из мира мертвых, которые атакуют Деву. Это отсылка к 1 ноября 2022 года, Мексиканскому дню мертвых. И так как в этот день взорвется Гавайский вулкан, то нам в ту же секунду показывают огненный взрыв. Вот очень содержательная следующая сцена. Здесь они сразу зашифровали и созвездие Девы, и взрыв вулкана, и богиню смерти и разрушения Калли, и День мертвых, 1 ноября. Я вам все это уже показывал в других роликах. Очень важный момент этого фильма состоит в том, что его главная героиня, вот эта девочка, с типичной внешностью коренных жителей американского континента, носит имя Америка. А на ее куртке изображение флага США. Так вот, в итоге эта девочка, Америка, попадает на алтарь жертвоприношений. Вот обложка музыкального альбома на эту же тему. А в фильме мы можем услышать такие слова: иллюминаты, забери силу Америки, у Америки осталось мало времени. Также обратите внимание на изображение позади алтаря. В нем есть указания сразу на два небесных явления. Первое – это солнечное затмение в Деве 25 октября 2022 года, как на прошлой сцене из этого же фильма. И второе – это полнолуние и лунное затмение в Тельце
8 ноября 2022 года. Это небесные явления и их даты, рядом с которыми и произойдут катастрофические события, прежде всего для США. Вот еще кадр, дающий указания на лунное затмение. Обратите внимание, что это место подтоплено. Мы уже знаем, что с 8 на 9 ноября 2022 года осколок кометы Леонард после ее взрыва упадет в Атлантический океан, рядом с Нью-Йорком, и вызовет смертоносное цунами. Так они нам везде показывают. И так они изобразили это и в этом мультике. Храни вас Бог.